Всем привет, мои дорогие! С вами, как всегда, Мирослава, и я рада приветствовать вас на канале Колыбель Искусства. Мы с вами продолжаем готовиться к прекрасному светлому празднику Пасхи. Но прежде чем перейти к мастер-классу, я хочу вам напомнить о том, что сейчас на канале Колыбель Искусства проходит очередной конкурс-розыгрыш. Принять участие вы сможете в нем, перейдя по ссылке на видео. Там все подробно рассказано. Самое главное, активно оставляйте под предыдущим видео свои комментарии, и тогда обязательно вы станете победителем в этом розыгрыше. Ну и непосредственно к сегодняшнему мастер-классу. Как вы знаете, мы готовим к Пасхе не только куличи прекрасные, но также и крашенки и писанки. Для того, чтобы их красиво подать на праздничный стол или аккуратно поместить в пасхальную корзину, когда мы отправляемся в церковь, я предлагаю вам сделать такой нарядный аксессуар. Для этого я буду использовать опять-таки то, что есть у меня под руками. Это короб для упаковки ягод и фруктов и лоточки для яиц. По-моему, они есть в каждом доме, все с ними сталкивались. Приступаем! Так, в самом начале я покрою краской в середине и снаружи корзиночку и лоточек. Для этого я буду использовать меловые краски разных оттенков. Соответственно, вы подбираете те оттенки, которые подходят вам или которые хотите, или которые есть у вас, которые хотите вы увидеть в своей работе. Приступаю. Влажная кисточка. Работаю сегодня кистью. В принципе, здесь нет такого принципиального момента. Вы можете использовать и губку, как вам удобнее. И просто вот покрываем. Не грунтую, ничего. Меловые краски, мраморные краски прекрасно справляются с такого вида работы без грунта. Так, я покрыла краской, да, там, где хотела. И сейчас я буду клеить декупажные карты. Все как обычно. Увлажняем, клей, карта. Сейчас наклею такую же карту с противоположной стороны. Эти две стороны я покрыла вот такой фоновой картой. Здесь я буду поступать чуть по-другому. Я подобрала себе необходимые такие карты. Уже вырезала. И сейчас начну с этой. Немножко в первую очередь по краям увлажню. И чуть-чуть хочу вот сделать их неровными рваными, да, с помощью аккуратненько. Это делается для того, чтобы карта лучше легла на поверхности, не было видно у вас явных таких грубых переходов. То есть такие рваные края, они лучше растворяются, выравниваются с фоном, и нет у вас этих ненужных переходов. Наношу клей туда, где мне необходимо. Так, я везде приклеила декупажные карты, там, где я посчитала нужным, и так как я вижу эту идею, да, вот такая история получилась. Всю полностью короб и внутреннюю эту часть я покрыла лаком, первым защитным слоем лака. Сейчас вот у меня остался, да, этот белый фон, я хочу выровнять его, поэтому буду добавлять с помощью меловых красок, красиво делать фон, в первую очередь на этих белых поверхностях, которые остались. Для этого беру меловую краску. Пока достаточно.
перехожу на противоположную сторону. И немножко пройдусь этой же краской на той стороне, где на одной и второй стороне, где у меня фоновые карты приклеены. Тоже соединю, свяжу поверхность, чтобы все выглядело в одном ансамбле, все было красиво. Но это пока достаточно. Я сейчас высушу и буду прорабатывать поверхность более темным оттенком, ну, который соответствовать будет серединке. Так, после того, как я нанесла темный цвет, вот так получилось, акцентные сделала, низ-вверх, да, акцентировала. И сейчас я возьму белую краску и еще разбавлю немного белым, особенно вот вокруг картинки, чтобы ее подсветить, вытянуть ее, так сказать, вокруг этих красивых перьев. Также губкой, прям полусухой, много мне не надо. Но мне все нравится, меня все устраивает. Останавливаю работу с красками и сейчас все покрою лаком. Ну и в завершении я хочу додекорировать как-то поверхность, все-таки это праздничная, да, такая корзиночка. Пусть она будет более яркой и праздничной. Это не обязательно, по вашему усмотрению, желанию и вкусу. Конечно же, это нужно или не нужно делать. Я покажу, как я это вижу, а вы руководствуетесь, конечно, своими желаниями. Для этого я буду использовать вот такие у меня есть пенопластовые крашенки, да. И они, по-моему, продаются сейчас везде, их легко найти. Если есть желание, стоит совсем это недорого, но это упростит вам работу с различными декоративными, да, моментами на какой-то поверхности. А я их сейчас от этих веточек уберу и разрежу по задумке. Мне их надо разрезать пополам. Мои дорогие, подошел к завершению этот видеоурок. В результате получилась вот такая нарядная корзина для крашенок, собственно, из подручных, да, практически материалов и из тех материалов, которые мы используем постоянно в декорировании, в декупаже. Вы можете сделать вот такой красивый аксессуар, который украсит и дом, и праздничный стол, и вашу пасхальную корзину будет удобно, да, понести в церковь, потому что у вас все будет аккуратно уложено и украшено, да, еще дополнительно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой декор, что бы вы сделали по-другому, может быть, вы сделаете какие-то работы. Я буду ждать ваших фотографий в нашем телеграм-канале, мне будет очень интересно, как вы придумаете, да, какие интересные аксессуары для украшения дома. И буду вам благодарна за эти фото, конечно. Что еще хотела сказать? Вот лоточек, например, я приклеила, да, потому что у меня была такая задумка, и я хотела, чтобы это именно было для этих пасхальных яиц корзина. Вы можете не клеить, а просто его использовать вот для подачи. Подали, да, красиво крашенки на стол, потом убрали, например, кулич сюда можно поставить. То есть тут уже играйте по-своему, как вам ближе, используйте. Я дала вам идею, а уже как ее реализовывать так же или как-то по-своему, это
Ваш выбор. Мои дорогие, не забывайте подписываться на канал Колыбель искусства. Безусловно, впереди, как всегда, все самое интересное. Также оставляйте свои лайки и комментарии, это помогает развиваться мне и моему каналу. Ну а на сегодня все, я буду с вами прощаться. Всего вам доброго и давайте творить вместе.